Привет, друзья! Сегодня хочу вас познакомить с еще одним очень редким прибором. Это радиометр попутного поиска РПП-1. Редкий он настолько, что информация о нем крайне скудна, что теоретическая, что практическая. Несмотря на то, что радиометр РПП-1 производился в течение нескольких лет, по какой-то причине их было выпущено очень небольшое количество. Если тщательно прочесать весь интернет в поисках информации об РПП-1, то можно найти всего одну страничку с текстом из книги, а также сведения о 3-4 устройствах, которые были проданы коллекционерам. И есть еще одно коротенькое видео на YouTube с демонстрацией работы. К сожалению, в мои руки попал только сам прибор с одним датчиком, при том, что его полный комплект весьма богат и интересен. Однако я постепенно восполнял отсутствующие предметы, поэтому в итоге уже стало получаться что-то похожее на комплект. И вот теперь мы можем отчасти ознакомиться с набором аксессуаров радиометра. РПП-1 предназначен для полевых измерений интенсивности гамма и бета излучения. Радиометр состоит из пульта управления, штанги и двух сменных датчиков. В качестве счетчиков используются широко распространенные счетчики STS-6 для фиксации бета-излучения и более редкие STS-8 для гамма-излучения. Конечно же, радиометр поставлялся в деревянном укладочном ящике. Так как прибор предназначался для геологоразведки, то и цвет ящика серо-зеленоватый. Такой цвет мы уже видели в обзорах радиометров «Разведчик-1» и СРП-2. Поскольку у меня не было никакого комплекта помимо самого прибора, мне пришлось изготовить ящик самостоятельно по фотографиям из интернета. Я купил ящик от ДП-5Б, выломал из него внутренние перегородки и другие элементы, а затем изготовил необходимые детали. Из-за того, что мне неоткуда было взять размеры, кое-что пришлось неоднократно переделывать, а кое-что вышло не очень хорошо, потому что делал впервые. Второй раз бы уже получилось и быстрее, и качественнее. Тем не менее, я установил все детали, покрасил ящик в его оригинальный цвет и наклеил войлочные прокладки в необходимых местах. Самое сложное было то, что я не мог понять, каким образом в ящике размещается штанга и цилиндрический датчик. И вот благодаря счастливой случайности удалось найти удаленное объявление на Авито, где было фото недостающей детали. После этого все сошлось, и давайте рассмотрим ящик подробнее. По габаритам и по внешнему виду он точно такой же, как и все остальные ящики. Ручка чемоданного типа, обтянутая искусственной кожей. Два замка-защелки, и рядом с замками есть углубления для пломбировки замков. По углам металлические оковки. На задней стороне две скользящие петли, имеющие также функцию ограничителя открывания крышки. Здесь же находятся 4 ножки, точно такие же, как у ящика от радиометра СРП-2. Сбоку ящик имеет маркировку, где указано наименование модели радиометра, а также последние 4 цифры его номера. Модель наносится на заводе при изготовлении ящика, а номер добавляют уже позднее при комплектации. Конечно, у меня тут все выглядит чересчур аккуратно, но по-другому в домашних условиях сделать не получается. Внутри на крышке имеется держатель руководства от прибора. К сожалению, самого руководства у меня нет, и я даже не видел ни одного фото этой брошюры. Поэтому мы с вами можем лишь предполагать, как она должна была выглядеть. Также на крышке имеются несколько держателей, которые прижимают находящееся в ящике оборудование. Нижняя часть ящика состоит из нескольких отсеков. В правом находится пульт радиометра. В левом хранится Т-образный сменный датчик. К сожалению, оригинального датчика у меня нет, а то, что вы видите, это рабочая модель, которую я сделал самостоятельно, чтобы отсек не пустовал. Однако она выполнена по оригинальной схеме, поэтому мы обязательно рассмотрим этот датчик. Также здесь мы видим специальную вставку, где располагается штанга и цилиндрический датчик.
Под ней находятся дополнительные отсеки, где хранятся запасные счетчики STS-6 и STS-8, головные телефоны, ремни и батареи питания. А также здесь должны быть инструменты для разборки прибора, это отвертка и специальный ключ. Ну и еще не хватает запасных резиновых прокладок и прочих мелочей. Однако, несмотря на то, что у меня изначально полностью отсутствовал комплект, изготовление ящика очень сильно помогло получить наглядное впечатление, как все это должно выглядеть. Ну и теперь давайте перейдем к рассмотрению радиометра. Его конструкция не имеет каких-либо хитростей. Как и подавляющее большинство радиометров, он состоит из пульта управления, подсоединенный к нему посредством кабеля штанги и сменных датчиков. Корпус пульта РПП-1 вам очень хорошо знаком по другим советским радиометрам 60-х годов. Он точно такой же, как у приборов СРП-2 и прогноз. По ширине и толщине корпус совпадает с корпусом ДП-5, однако он выше примерно на сантиметр. На лицевой панели радиометра расположены органы управления прибором и измерительная головка. Интересно, что панель сверху закрывается металлической крышкой. У меня ее нет, но на фото можно увидеть, как она выглядела. Как видите, у нее есть окно для наблюдения за стрелочным прибором. Для крепления крышки на корпусе имеются маленькие штифты. Теперь рассмотрим панель управления. Измерительная головка служит для измерения активности излучения и для контроля режима питания. Переключатели режимов работы включают прибор и устанавливает постоянное времени интегрирующего контура. Переключатель диапазонов позволяет прибору работать с гамма-датчиком в трех диапазонах 50, 250 и 1250 микрорентген в час, в точности как у радиометра СРП-2. Кнопка «Сброс» служит для обнуления показаний стрелочной головки при измерениях. Гнездо для подключения телефонов позволяет подсоединять к радиометру стандартные головные телефоны TG7M. Ну и регулятор режим предназначен для настройки питания прибора. Сбоку у РПП-1 должен располагаться так называемый эталон, или же контрольный источник на основе кобальта-60, точно такой же, как у радиометра СРП-2. У моего прибора крепление источника, увы, отсутствует, равно как и сам источник. Но вот так он должен выглядеть. Кроме данного прибора у меня есть еще один РПП-1, к сожалению, в убитом состоянии, ржавый и без многих деталей. Но он тоже интересный. И этот радиометр один из самых первых, 1959 года выпуска. Вы можете видеть, что на ранних приборах стояла измерительная головка со шкалой в микроамперах. У цифры 8 стоит сделанная кустарным способом пометка режима. Шкала очень красивая. Также обратите внимание на материал корпуса радиометра. Это очень волокнистый волокнит, и довольно хорошо заметна его красивая структура. Есть и другие мелкие отличия. Например, у раннего прибора есть петли для крепления нижней части корпуса и выемка для защелки на крышке. Дело в том, что в ранних приборах нижний отсек был не волокнитовый, а металлический. Маркировка здесь нанесена краской белого цвета. К сожалению, внутри все очень сильно пострадало от коррозии, и нет гарантии, что какие-либо детали уцелели. Поэтому даже в качестве донора этот экземпляр не особо пригоден. Радиометр РПП-1 имеет телескопическую штангу с разъемом для подключения датчиков. С противоположной стороны у нее имеется резиновая вставка, через которую перемещается кабель при изменении размера штанги. В моем приборе отсутствовала резиновая накладка на ручку, но я напечатал ее на принтере из мягкого пластика и приклеил на место. Получилось почти как в оригинале. Также молотковая эмаль гильзы имела множество сколов и царапин, которые я аккуратно закрасил. И теперь места ремонта издалека почти незаметны. Радиометр РПП-1 снабжен Т-образным датчиком гамма-излучения и цилиндрическим датчиком бета-излучения. Бета-датчик состоит из кожуха с окнами и шарнира. Муфтой датчик соединяется со штангой.
Шарнир позволяет повернуть бета-датчик в рабочем положении относительно штанги на угол до 60 градусов. Обычное рабочее положение при проведении разведки местности под углом. Но если есть необходимость поместить датчик в узкое пространство, то такая возможность легко реализуется. В кожухе расположен датчик STS-6, который измеряет гамма-излучение и жесткое бета-излучение. Внутренняя защитная оболочка счетчика состоит из трубы с окнами, заклеенными фольгой. Внешняя оболочка имеет открытые окна, которые в рабочем положении совмещаются с окнами внутренней оболочки. При работе с цилиндрическим датчиком пределы измерений в зависимости от позиции переключателя диапазонов принимают следующие значения: до 200 микрорентген в час на первом диапазоне, до 1000 микрорентген в час на втором диапазоне и до 5000 микрорентген в час на третьем. Вместо бета-счетчика STS-6 можно использовать и гамма-счетчик STS-8, о чем свидетельствует маркировка на корпусе датчика. Полосками обозначены центры соответствующих счетчиков. В это место нужно прикладывать эталон для проверки работоспособности радиометра. Т-образный датчик рассчитан на работу только с гамма-излучением, и внутри него установлены 4 счетчика STS-8. Датчик крепится к штанге при помощи муфты. Корпус у него полностью металлический, никаких окон для бета не предусмотрено. При использовании Т-образного датчика радиометр работает в режиме максимальной чувствительности. На первом диапазоне предел измерений составляет 50 микрорентген в час, на втором 250, а на третьем 1250 микрорентген в час. Друзья, я уже упоминал, что Т-образный датчик в моем комплекте отсутствовал. Когда я сделал укладочный ящик, то отсек для датчика выглядел пустым, и там явно чего-то не хватало. Я положил в отсек баллончик с краской. И тут у меня появилась идея сделать какой-нибудь примерный макет датчика, просто чтобы место не пустовало. Я занялся изготовлением муляжа, но по ходу дела у меня стали появляться мысли сделать не просто макет, а рабочий датчик. И вот как я его сделал. Сначала я купил жестяную трубу диаметром 70 мм. К сожалению, других подходящих вариантов нет. Нормальные трубы такого диаметра всегда толстые и тяжелые. Она имела выступающий гибочный шов, поэтому пришлось его удалить. Трубу я затем укоротил до нужной длины. Шов немного выправил и пропаял его с помощью мощного паяльника. Также я изготовил небольшую втулку для разъема. Обточил ее до нужной формы и припаял к основанию. В программе Compass 3D я спроектировал модели различных деталей датчика и распечатал их на принтере. Снаружи корпус должен быть окрашен молотковой эмалью синевато-бирюзового оттенка. Необходимые колерные пасты у меня уже были, поэтому я без труда подобрал подходящий цвет. После этого я окрасил корпус и боковые крышки. Получилось вполне неплохо, хотя цвет все-таки немного не совпал. Алюминиевую втулку для крепления к штанге мне пришлось заказать у токаря, для чего я нарисовал чертеж нужной детали. Токарь выточил вот такую замечательную втулку. Внутреннюю часть разъема я напечатал на принтере. Купил контакт-гнезда и припаял к ним провода, а затем вставил их в основу по схеме расположения контактов. Осталось лишь заполнить внутреннюю часть разъема эпоксидным клеем. Чтобы можно было подключить счетчик, по схеме требовались еще две радиодетали: резистор на 4,8 мегаома и конденсатор на 15 пикофарад. К сожалению, оригинальных советских деталей у меня под рукой не оказалось, поэтому я взял современные. Для проверки работоспособности моего замысла я собрал простенькую схему на одном счетчике STS-8, и она замечательно заработала. В датчике же используются 4 таких счетчика, и у каждого есть свой резистор и конденсатор. Это необходимо, чтобы при прохождении импульса через один счетчик не оказывалось влияние на состояние остальных 3. Со стороны анодов счетчики вставляются в держатели на плате. Их я вырезал и согнул из тонкой жести.
Держатели, а также монтажные стойки крепятся к гетинаксовой плате. Я выпилил круг из гетинакса, затем обработал его, после чего с помощью заклепок закрепил все нужные детали. На держатели счетчиков я надел колечки с пружины, чтобы они поджимали контакты. Получилось не очень красиво, но зато функционально. Ну и теперь можно припаять резисторы и конденсаторы, а также проводки. В стойку на крышке нужно вклеить шпильку. Со второй стороны она будет крепиться с помощью резьбовой втулки. Здесь располагаются контакты катодов счетчиков. Они представляют собой пружины. Я спаял пружины между собой, и к ним будет подключен соответствующий провод от разъема. Сам разъем уже можно вклеить на свое место. Внутренние направляющие для счетчиков я вставил в трубу и приклеил. И осталось подпаять провода в нужные места. Ну вот и все, датчик теперь собран, можно установить в него счетчики и подключить к радиометру. В принципе, с учетом того, что датчик я делал в кустарных условиях, результат можно назвать удовлетворительным. Хотя косяков тут, к сожалению, немало. Но так всегда бывает, когда делаешь что-то впервые. Самая большая проблема – это неподходящая труба. Из-за шва она получилась довольно кривая, а выправить ее мне было нечем. Внешний вид датчика практически совпадает с оригиналом. Схемотехника точно такая же. Общая функциональность не отличается от заводской. Датчик даже имеет защиту от пыли и условную защиту от брызг. Конечно, изготовление датчика получилось довольно накладным, особенно из-за того, что пришлось покупать дорогие счетчики STS-8. Но зато мне было очень интересно этим заниматься, и в итоге всех моих работ радиометр обрел практически полный комплект. В заключение надо добавить, что, к сожалению, мне пришлось сделать корпус для датчика дважды, потому что в первый раз я взял за образец неправильную фотографию датчика. У него кто-то прорезал кустарное окно, очевидно для повышения чувствительности, а я, недолго думая, скопировал это окно. И только потом выяснилось, что корпус должен быть цельным. РПП-1 питается от одной 11-вольтовой батареи 11,5 ПМЦГ. Ее хватает примерно на 150-200 часов работы, так как потребление у радиометра очень низкое. Батарея устанавливается внутри корпуса. Ее контакты должны прижиматься к контактам колодки питания. Но, к сожалению, в моем приборе этот узел полностью сгнил. Поэтому я просто подключил батарейку крона с помощью разъема. В донорском приборе клеммы более-менее целы, но переставить их довольно сложно, так как платы держатся на заклепках. А настолько сильно разбирать прибор мне не хочется. После установки батарей необходимо подключить датчик, повернуть регулятор настройки питания влево, и можно запускать прибор с помощью переключателя режимов. Включаем режим «Быстро». Теперь нужно настроить питание, для чего следует нажать на ручку регулятора и затем поворачивать ее вправо, пока стрелка не установится на режимную отметку на цифре 8. Теперь питание счетчиков настроено правильно и соответствует 400 вольтам. Давайте сразу подключим головные телефоны, чтобы слышать щелчки. Они довольно громкие и хорошо слышны. В режиме «Быстро» показания набираются за 5 секунд, но стрелка не очень устойчива. Если нужны точные измерения, нужно воспользоваться режимом «Медленно», где показания набираются в течение 10 секунд, но поведение стрелки более стабильно. Внутри Т-образного датчика находятся 4 счетчика STS-8, поэтому он значительно более чувствительный, чем цилиндрический датчик. Порог чувствительности при нормальном фоне не ниже 5 микрорентген в час. На первом диапазоне предел измерений составляет 50 микрорентген в час, что соответствует первому диапазону сцинтилляционного радиометра SRP-2, то есть мы уже можем говорить о сходной чувствительности приборов. Здесь ничего удивительного нет,
потому что счетчики STS-8 большие по габаритам, следовательно, они способны регистрировать большое количество гамма-квантов. Как видите, радиометр очень точно показывает естественный радиационный фон, примерно 15 микрорентген в час. Стрелка довольно заметно колеблется, потому что включен режим быстро. Но мы можем перейти в режим медленно для более четких показаний. Если переключиться на второй диапазон, где шкала составляет 250 микрорентген в час, и немного подождать, то мы снова видим на шкале те же 15 микрорентген в час. Давайте повысим радиационный фон до 125 микрорентген в час, то есть до середины шкалы второго диапазона. И перейдем на третий диапазон. При этом стрелка должна переместиться на отметку единица, что соответствует 125 микрорентгенам в час. Интересно, что несмотря на 60-летний возраст, РПП-1 показывает совершенно адекватные значения. Если сравнить показания с более точным и современным радиометром SRP-68, то они будут идентичными. Более того, при настройке радиометра мне потребовалось откалибровать только третий диапазон, а первые два работали совершенно правильно. Давайте протестируем датчик с одним счетчиком. В этом случае вся шкала принимается за 200 микрорентген в час. Естественный фон с таким датчиком определять довольно сложно, но тем не менее РПП-1 исправно работает, и вполне реально с его помощью найти какой-либо источник излучения. Попробуем измерить что-то более радиоактивное. В этом случае мы можем воспользоваться вторым и третьим диапазонами. Вот, например, работа второго диапазона, на котором предел измерений до 1000 микрорентген в час. Давайте ради интереса возьмем мощный бета-источник и зашкалим радиометр на третьем диапазоне, где предел шкалы 5000 микрорентген в час. Для поисков радиоактивных руд гамма-съемку применяют как самостоятельный метод, либо как метод попутных поисков при геологических маршрутах. При выполнении гамма-съемки оператор перемещается по маршруту со скоростью 4-5 км в час, ведя непрерывное прослушивание и беря отсчеты через определенные интервалы. Расстояние от поверхности Земли может меняться в пределах 20-80 см. При обследовании обнажений, развалов, а также в случае увеличения интенсивности излучения, расстояние от Земли до датчика должно быть уменьшено до 5-10 см. В районах и на участках, где радиоактивное равновесие смещено в сторону урана, проводят поиски по суммарному бета-гамма-излучению. С этой целью в приборе РПП-1 применяют цилиндрический датчик. Пришло время изучить внутреннее устройство РПП-1. Шасси крепится двумя винтиками, их можно открутить и получить доступ ко второй плате с деталями. Но я откручу все 4 винта для более открытого доступа. Здесь везде используется навесной монтаж. Все детали хорошо видны. Поскольку у меня нет принципиальной схемы прибора, то нет и возможности вам рассказать, где что находится. Мы видим транзистор, германиевые и кремниевые диоды, разнообразные конденсаторы. Я предполагаю, что вот эти конденсаторы относятся к измерительным диапазонам, а группы электролитических конденсаторов ЭМ и танталовых конденсаторов ИТО предположительно отвечает за режимы быстро и медленно. И вот тут еще есть многовыводный трансформатор.
В алюминиевом кожухе расположен блокинг-генератор, в состав которого входит высоковольтный трансформатор, и здесь же можно встретить знакомый нам селеновый выпрямитель. Также мы видим газовый стабилитрон и второй транзистор. Здесь генерируется напряжение для питания счетчиков. И в верхней части пульта находится еще одна плата с резисторами и парой конденсаторов. Измерительная головка М132 в РПП-1 такая же, как у большинства приборов из серии DP5 и им подобных, на 10 микроампер. На кронштейне закреплены потенциометры для подстройки измерительных диапазонов. А это сложный регулятор режима питания, представляющий собой потенциометр с дополнительными контактами на замыкание. Вот так он выглядит в снятом состоянии. Переключатели режимов работы здесь такие же, как в радиометрах «Спутник». Я столкнулся с проблемой, что в моем приборе изначально работал только первый измерительный диапазон, и случайно выяснил, что это связано с переключателем. Когда я разобрал переключатель, то увидел там очень сильные окислы на контактах. После чистки и смазки все диапазоны заработали идеально. Я уже говорил, что радиометр РПП-1 почему-то оказался очень редким прибором. Даже в литературе 60-х годов практически нет упоминаний о нем. Мне удалось найти всего 2 книги с информацией, более того, я их даже купил. Поэтому мы можем ознакомиться с этими изданиями. Первая книга – это каталог продукции объединения «Изотоп» 1968 года. Здесь есть небольшая глава, посвященная радиометру РПП-1. Дана блок-схема электронного устройства и представлено его фото. Обратите внимание, что помимо знакомых нам датчиков, прибор окружен еще и другими датчиками. В принципе, к нему можно подключить множество разных счетчиков. Тут вопрос необходимости. Скорее всего, фотография в каталоге дана для примера. Я не думаю, что выпускались РПП с другими датчиками. Вторую книгу я искал очень долго, но тоже нашел и купил. Это издание 1972 года для геологов. И оно имеет целую главу, посвященную поисковым радиометрам РПП-1 и СРП-2. В этой книге уже более подробно описана работа с приборами именно в геологических поисках, а также приведена методика эталонирования радиометров. Вообще раздел «Радиометрия» из данной книги очень познавательный, и я с удовольствием с ним ознакомился. РПП-1, как и многие другие дозиметрические приборы, был разработан в конструкторском бюро завода номер 696 в Москве, а выпускался на производственных мощностях Киевского завода «Радиоприбор». Самые ранее известные нам экземпляры датированы 1959 годом, а самые поздние – 1967. То есть радиометры выпускались как минимум в течение 8 лет, хотя мне кажется, что довольно малыми сериями, потому что в то же время параллельно производился гораздо более популярный СРП-2. Сейчас найти в продаже РПП-1 практически невозможно, они всплывают раз в несколько лет. Поэтому я очень ценю, что в моей коллекции появилась такая редкость, и втройне рад, что мне удалось наделить ее комплектом. Печально, но многие приборы испорчены любителями повышать чувствительность. Вместо дорогих СТС-8 в датчике ставили более дешевые СТС-6, а чтобы они были еще чувствительнее, в корпусах прорезали либо просверливали дыры. В результате бездумных действий получался прибор с полностью испорченным датчиком и показаниями, не имеющими никакого отношения к реальным. Всех зрителей моего канала я благодарю за просмотр и очень прошу поддержать видео лайком и комментарием. Напишите, что вы думаете об РПП-1 и что еще хотели бы увидеть на канале. Спасибо и до новых встреч! А кто досмотрел до этого момента, но так и не дождался, что я найду что-то радиоактивное, того ждет сюрприз.